Здравия всем вашим светлым мыслям. Сегодняшний рассказ я хочу посвятить ножам Самура, которые я приобрел. И много в интернете об этом написано. Я расскажу именно, буду говорить правду, все как есть. На ютубе у блогеров я посмотрел Андрей Шалыгин, кажется, и дружище. Я так понял, Самура им выделила ножи, подарила. Они эти ножи раскрыли, порезали, ну и как бы сделали рекламу. Что ножи там молибден ванадевые. Вот. Люди они, возможно, и хорошие. Вот. Рассказали как есть, ибо они не являются специалистами ножевыми. Один, правда, представлялся, что он оружейный, делал ножи для спецназа, для подводных пловцов. Но, судя по всему, я так понял, что или он в ножах не разбирается, или потому что в его видео очень много сказано о ножах, что ножом Самура он и отверткой закручивает болты, короче, и делает он этими ножами там, короче, режет древесину. Все, но об этом потом. Сейчас мы говорим о ноже. Посмотрел я на ютубе у уважаемых людей за ножи, зашел на сайт Samura.ru, можете там зайти посмотреть. Почитал, что японцы заботятся, чтобы российский потребитель имел хороший нож и научился правильно резать. Вот. Рекламка там идет, все как учили, рассказывали. Значит, почему я повелся на этот нож? Ну, сам нож состоит из три основные вещи. Это первое. Материал, из которого сделан нож. Геометрия, как он сделан, как он заточен, как он отполирован. И термическая обработка. Вот эти три составляющие ножа, качественного, хорошего ножа. Ну, мы не берем там уже там супер какие-то там искусства ножи, там. Берем как бы простой такой хороший нож. Вот мы имеем сталь. Вот Самура заявляет, что сталь у них АУС-8. Это хорошая японская сталь. Геометрия у них очень интересная. У них клинки действительно сделаны, сведены с 1 мм до 0,1 на кончик и сведены сверху вниз, спуски сделаны. И поэтому, как бы вот, я сам человек технический, по идее он должен резать хорошо. Как бы вы его не затупили, согласно геометрии его легонечко подвел, и он будет резать. Вот. И, значит, приобрел я этот нож на сайте Mobilac.ua. И когда получил нож, он оказался бракованным. В чем именно заключался брак? Нож хорошо режет, я видео где-то снимал, выставлял распаковку, ссылочку можно дать. Вот сам нож, если мы посмотрим, он имеет кривизну. Видно? Вот он кривой. Я его не бил, не гнул, не ломал. Это первый признак, что термомеханическая обработка сделана неправильно. Японцы — это уважающиеся люди. Я не думаю, что они бы таким занимались. Поэтому у меня первое, что нож сделан в Китае. Ну, вот как бы такой основа мы берем. Нож китайский сделан. Сама фирма Самура, она не является какой-то фирмой там очень знаменитой в Японии. Даже я где-то в интернете читал, люди звонили на Секу. Сека — этот город, где этот нож. Но японцы даже не знают об этой фирме, об этой Самура. И получается, что нож, по всей видимости, это российский нож под брендом Самура, сделанный в Китае. Почему? Обосную. Я взял. И, значит, когда написал на Mobilac.ua, что, ребята, вы же торгуете по ценам, но нож стоит $40, а он не является ножом на $40, как заявлено. Вы, пожалуйста, разберитесь как-то, или нож надо как-то или заменить, или ваши действия. Он начал: вышлите какому-то Никулину, короче. Никулин там какие-то тесты проведет, а потом вам напишут. Я брал через интернет, и получается, что я, когда получил, наложенным платежом рассчитался, чеков у меня никаких нет. Я же ему пишу: друг, а вот у меня чек, вы высылайте Никулину. По закону Украины, я говорю, опа, раз чувак говорил о законе, это первое, что он уже
ну как, ему нечем крыть, и он уже начал о законах там молоть. Я с этой фирмой вел переговоры, как бы вот, и понял, что через интернет, ребята, дорогие вещи покупать не стоит. Или если вы покупаете, вы должны его открыть, там, проверить, короче, провести тесты, а потом его уже можно как-то там дальше использовать. Я дальше беру коробочку вот, от Самуры и открываю сзади. И у нас вот написано, что декларация соответствия РосГП, там такая-то D2, там вот полная организация ООО «Самура». Ну, ООО, мы знаем, это общество с ограниченной, ограниченной ответственностью. «Самура» это такая японская какая-то фирма, очень ограниченная, короче. Ну, вы поняли. Нет, ну это я сейчас обосную, почему я так говорю. «Самура», значит, адрес идет 115, такими мелкими буквами пишут. 115 230 Москва, Хлебозаводской проспект, дом 7, страница 9. Так написано. Гарантия 1 год, короче, ну все. Вот. Я считаю, захожу на сайт Samura.ru, да, это их адрес, это ножи, получается, Samura.ru. Я туда пишу письмо им на сайт, что ребята, так и так, приобрел ножик японский, марочку универсальный, молибден ванадиевый, с упаковки, следов насилия над ножом нету, ножик злой, остренький, все как учили. Вот. Но он погнутый. Скажите, пожалуйста, вы или не ведали, что вы отправили, или это у вас нормой является. Вот. Ну, пожалуйста, обоснуйте, как мне дальше быть. Вот. Или напишите, я его в тиски зажму, просто молоточком тюкну там и все. Но он может как бы лопнуть. Поэтому я одно написал письмо. Samura.ru, да, какой-то там баклан купил, бабки получили, балалай. Я второе написал письмо и понял, что здесь мы, как вам сказать, приплыли, как на Мобила.Куа и Samura.ru. Это, можно сказать, братья фирмы. Вот. И поэтому я делаю очень хитрый ход. Я захожу на AliExpress, народная демократическая страна Китай, и заказываю Самуру. Не, в интернете я перед этим почитал, что Самура это Китай, Самура это, короче, нож вообще неполноценный, там, и вообще этих денег не стоит. Я как бы в это не верил, думаю, мало ли злые люди там наговаривают на такую фирму. И я заказываю ножик Самура, цена дешевле, на Китае. Просто уже ради интереса. По упаковке мы видим, вот, как бы по упаковке, они выполнены одинаково. Поэтому я не думаю, что это подделка китайцев на японцев. Это есть изготовлено в Китае по всей видимости. Здесь, конечно, уже нету. Город Москва.ру. И мы понимаем, что если это Самура, это должна быть Самура. А если это Mercedes.ru, Volkswagen.ru, это уже не то. Volkswagen должен быть Volkswagen, а Mercedes должен быть Mercedes. Вот. Поэтому я тоже обзорчик снимал. Мы покупаем с AliExpress. Нож стоит $25 США. Это с доставкой, пришло на почту. Вот, я его получил. Нож, если честно, вот, как бы, свои ощущения, он даже вот в руке, вот его не хочется выпускать. Если мы возьмем центровку, как там сказать, что он центрован, мы видим, что ручка как бы у него тяжеловатая. Но мы берем и якобы японский, мы тоже наблюдаем, что он как бы не очень-то оцентрован. По своей полировке, по изготовлению, вы видите, нож режет идентично, и бреет, режет великолепно. Это мы имеем китайца. И сказать, что китаец сильно отличается от оригинала, я даже вижу, что китаец лучше якобы оригинала, сделанного в Японии. Вот поэтому я делаю свои заключения, что это является японо-китайско-российская фирма. Вот. Поэтому я считаю, что цена на ножи очень завышенная. Вот $25. Вот за этот нож, это за эту цену $25, это максимум качества
вы получаете. Может быть, я там снимал, был косячок небольшой, вот раковинка на при заточке. Ну, это очень легко на камушке исправляется, это все. Нож, в принципе, этот в руке даже вот более. И мы видим, это шеф-повар, $25, этот стоил 40. Шеф там вообще что-то стоил 50 или 60, точно не помню. Ну, вот считайте, там он почти в 3 раза дешевле. И даже по полировке можно в нем даже отображение, чем это. Вот. Ножи, это правда написано 23 модель, это 85 модель. Вот мы имеем два ножа Самура производителей. Якобы заявленные, что Самура такая фирма есть, а это Китай. Это самый настоящий Китай, поэтому, судя по если это подделка, понимаете, то получается, что подделка лучше, чем оригинал. Вот. Плюс на Алиэкспресс больше даже качества, можно открыть спор, обсудить. Бывало даже, что присылали некачественный товар, я даже возвращал деньги. Как мобильный телефон покупал, там были ситуации. Вот. Поэтому нож режет, ну, как вам сказать, полного качества за эту цену нету. Я как бы вот человек технически грамотный, поэтому требования к ножу у меня есть. Коль я заплатил за него деньги, небольшие как бы деньги, для меня лично. Вот. И он должен соответствовать этим деньгам. Я так считаю, что он деньгам не соответствует. Фирма «Рога и копыта», однодневка, которая впарила, короче, все. Да, они хорошо рассчитали. Они брали блогеров, у которых есть просмотры, высылали им бесплатно такой ножик. Те, не ведая, этот ножик рекламировали. Даже было там какие-то конкурсы проводили, что купи Самуру, сфотографируйся, короче, и что-то там выиграешь, какую-то поездку куда-то там. Вот эти все, короче, заманухи у них работали. Это на фирме Samura.ru. Вот. Ход, конечно, интересный. Да, дать на ютубе, так как так оно не идет. И в интернете очень много написано. Поэтому вот такой у меня опыт. Также я заказывал еще ножи Самура более дешевой серии. Были. Вот. На них режут они неплохо, выполнены в принципе они неплохо. В руке сидят хорошо. Так они ровные. Ну вот эти ножи, что я брал, вообще недорого. Там не помню по сколько-то. Это там от $12 или $11 маленький. Тоже я видео снимал. Вот. Большой нож Самура. Ножи острые. Если проверить их геометрию, вот, то ножи в принципе сделаны очень грамотно обточены. Вот мы видим толщина обуха в начале порядка 2 миллиметров. И на кончике мы видим, что где-то 0,1. Ну, тут штангенциркуль такой сильный, класс точности не очень высокий. Но мы видим, что он выполнен по геометрии очень грамотно. Вот, это из более дешевой серии. Вот мы видим, на обухе он показывает 1 мм, а на кончике ножа обух у нас где-то 0,2 мм. Вот, это говорит о том, что он как проникать будет, очень хорошо входит. И спуски у нас выполнены сверху донизу. Уже мы видим, тут у нас получается 1, а на самой лучшей кромке получается 0,1 где-то. Ну, как бы. И можно замерить тот, что с Китая пришел. Ножичек тоже. Вот. Тут мы видим 2 миллиметра на обухе. На кончике мы видим это 0,4. Ну, может ошибаться, но мы видим тоже есть сведение. Не настолько вот у этого ножа, ну, мы видим, толщина это 2-миллиметровая, они идут более по дорогой цене, и миллиметровый бюджетный, он идет дешевле. Вот как бы вот о ножах Самура, которые я приобрел. И получается, что Самура это хорошо разрекламированный бренд, и все на этом. И я купился в интернете на вот эту вот рекламу попался, потому что если вы начнете гуглить в интернете, то вы очень много найдете и фотографий, где у людей кромки сломанные, а такие ножи как Тамакаган, это дамасская сталь, очень интересная, там нож более коллекционный, чем даже резать, там идет узор
и застывший огонь в металле. Вот. Ну, это уже для ценителей. Вот интересно, люди делали фотографию, вот, ну, за что купил, зато и продаю. И рисунок у них вытирался. Это получается, что никакого там тамахагана не было. Там просто была какая-то насечка, и там по 20-30 тысяч рублей вот этот нож продают. Это, ну я не знаю, это надо брать чек, и там вот это как Роспотребнадзор или что. Это просто надо вот, ну, наказывать людей, потому что действительно идет обман населения. Поэтому мы видим, в ноже должно быть 3 этих составляющие. Вот просто должны быть. Это сталь, геометрия ножа под его задачи, угол, сведение, размеры, удобство, рукоятка и термомеханическая обработка. Обязательно должна быть. Мы наблюдаем в этом ноже, это самый настоящий брак. Брак, который не отбраковался, его не выкинули, а положили в коробочку, авось проканает, а не проканало, понимаете? Это тех, кто сделали, тех, кто приняли, тех, кто доставили, тех, кто впарили, вот, потому что если бы я был честный менеджер, я бы сказал, да не, я это фуфло продавать не буду, ребята, оно стоит бабок, люди ж могут вернуть. Они говорят, да давай пихай нахуй, лоха много, давай ще напихаем, Россия великая, там будем туда пихать, это говно туда и сюда. Ребята, делайте выводы. В самой Японии есть 2 эшелона производителей ножей. Первый эшелон, это который стоит, люди действительно делают ножи. Это где идет сталь, термообработка, сведение, знак поставят какой-то свой. И люди дорожат своей репутацией, делают ножи уже много, наверное, 1000 лет. Это, ну, я не буду называть фирмы, вы их и так найдете, знаете. А есть второй эшелон в Японии малоизвестных каких-то фирм, подмастерий, которые клепают все подряд. Туда может и вот такой фуфел идти, понимаете, вот. Это может даже делаться не в Японии, это может даже производство выноситься в Китай и делать в Китае. Вот, и там заявляется, что вот этот нож, молибден, ванадиевая сталь, это какая-то сталь, которая, какие-то функции у нее там, это обыкновенная рабочая сталь, за которой стоит, в принципе, никаких там магических свойств у нее нет. Это сталь, в которую добавлены цветные металлы, молибден, ванадий, они четче, лучше держат режущую кромку. Вот, как бы, ну, они немного лучше, ну, сразу задирать на них цену, цена очень сильно завышена на вот эти ножи. Поэтому, покупая нож, в нем главное все. Это баланс ножа, чтобы был отбалансирован, чтобы не был он в руке лежал. Это материал, из которого сделано, клеймо, как оно сделано, чтобы оно не было краской написано или там гравером нарисовано, а потом в процессе это оно будет стираться. Форма ножа, форма спусков, заточка ножа, качество шлифовки, качество полировки, как он будет перезатачиваться, потому что он не будет все время вечно острый, его надо будет затачивать, чтобы было уже было легко подводить режущую кромочку, а не делать в нем, выводить заново, все, делать ремонт ножа. Это самурай, это цена в основном понты. А понты мы знаем, как всегда, иногда они дороже денег. Все вот эти вот рекламы, их сайты, вот эти вот там фирмы, там, как его выставить ножик. Ребята, это все понты. Вот так, понты и все. Деградацией народа, профессионализма и всего остального, вот такие фирмочки, вот такие фуфломициновые, могут как-то существовать на рынке, преподнося свое некачественное изделие. И у ножа, как я уже говорил, 2 функции. Это колоть, резать, рубить, пилить. Все. И нож должен свои функции выполнять. А не ножом надо гордиться, в какой он упаковочке запакован, что там молибден, ванадиевая сталь, что это тамахаган, там, это все не соответствует вот этим вот реалиям. Да, понты дороже денег. Но это не главное для человека, который чуть-чуть что-то не деградировал и соображает.
И цена на изделие немножечко, я бы сказал не немножечко, а вот так вот задрана. Цена вот этому ножу там, ну, максимум этому, ну там 200-300 рублей, понимаете, или там 5-6 долларов, вот этому цену ножа. Все, вот это все остальное, это накрутки, просто накрутки везде, понимаешь, и там Самурару и Мобила Куа, короче, это одного поля ягода, сидит вот эти вот фуфломицином, вот это выторговывают там, и у них там ножи есть вообще там дорогие, там по 100, по 200 баксов. А какие 100-200 баксов, если они за 40 нож, они не дают гарантии, что они его продают, никаких чеков, ничего нету, а какой-то там сидит чепушила и что-то там рассказывает о каких-то законах, а какой-то Никулин будет, короче, что-то там вырезать с него, а потом он подумает, ага, если чувак там это, значит, надо поменять, а не, значит, надо, можно отложить чувачка, да? А не получится этого, он не канает, друзья мои. И если покупать дорогой нож, вы просто подумайте, что зачем он вам нужен. К ножу надо острому еще прийти дорогому, чтобы не покупать, опа, я хочу дорогой нож, купил, а он и не является дорогим. К нему надо прийти, понять, вот, что ты хочешь конкретно. Может быть, даже это заказать у какого-то мастера, который сделает его под вас, то, что вы хотите. Да, это будет дорого, но, возможно, это будет правильнее, чем покупать вот эти накрученные цены на товар, который не соответствует. Или лучше, может быть, как вариант, вот я сейчас к этому прихожу, заказать напрямую в Китае, минуя всех этих посредников, заказать нож и получать удовольствие и не чувствовать, что тебя отложили. Вот. Надо уметь резать. Вот там Самуру какие-то там силиконовые досточки продает, они как-то там расходятся, короче, нож туда входит, режущая кромка, короче, работает, понимаете? А ведь все взято, вот обыкновенная доска, понимаете, вот сосна, обыкновенная сосна, вот, порезана кубиками. И мы знаем, что если против волокон мы будем резать, да, то мы, получается, режущую кромку, мы ее тупим, когда мы волокна режем. Что так мы режем, что так мы режем. Поэтому это всем известно еще в Китае, доска должна быть торцевая. А торцевая, это вот если видно кубики, наклей ПВА поклеил, поставил, гирей прижал, выработал, склеил, взял, когда в духовке делал мясо, в этом рукаве, поросячий жир, никакая там не масло какое-то там специальное, короче, вот, обработал, короче, маслом его, положил на солнце, солнышко ультрафиолетом, все там поубивало, все. Ой, запах доски, конечно, вот дерево с таким вот вкусом. Может какая-то будет что-то ее хавать, эту доску. Ну пока, видите, ничего не хавает. Вот когда вы тут режете, вот тут, понимаете, вот, тут ничего не происходит совершенно с режущей кромкой. Поэтому можно брать ножики, вот даже вот на этом Мобилаке брал, но я не делаю рекламу этому галимому магазину. Вот бергофовский ножик, сделанный в Китае. Вот они честно написали, 18 сантиметров, 7 дюймов длина, шеф-повар. Значит, X30 хром 14, это нержавейка, не самая лучшая нержавейка, но как бы вещейка он стоит что-то 3 или 4 доллара, вот это стоит ножик. Вот это он стоит этих денег, мы видим вот что нету этого, вот он катается, когда режет, бумагу он режет, мы видим, как крошит ее, точно так же, как и японец, китаец, вернее, мы уже определили, что это китаец, то же самое. Поэтому, как бы для простого обывателя это нормально. А если вы вообще картошку не чистите, да, а только яйца готовите и картошка в мундире, то вам и вообще все равно какой нож. Сейчас даже батон уже порезанный продается, потому что у людей нету ножа, да. А вот Трамонтино нож, старый нож уже, вот мы берем его, допустим, да, он режет, он кромсает бумагу, он не шлифует. Там вот сейчас вот чуть-чуть задирается, это вот на кухне ножики. Мы просто берем камень, Запорожский абразивный завод, меньше доллара стоит, вот просто. И берем, как муса, там такое модное слово, а по-простому это напильник, как мясники вот на рынке. И мы берем просто вот, делаем вот такие вот движения, даже не имея мусата. И мы режущую кромочку подвели, если где-то загнулась, подтупилась. И у нас все режет, бумажечку режет, как все вот как положено. Как макароны нарезают.
Поэтому вывод какой? Прежде чем купить дорогой нож, надо к нему подойти. Подойти вот к нему надо конкретно, чего ты хочешь, чтобы не работать на вот эту дешевую рекламу, где там какой-то там блогер там что-то рассказывает, а у него много подписчиков, значит, какой-то уважаемый, что там по телевизору где-то сказали. Лучшая реклама, если кто-то из людей вам, которых вы знаете. Вот они скажут, вот купил нож, бомба вообще, ну класс вообще там бомбей, короче. Да, вот это вот, вы будете сказать, а где ты купил там, а как там вот это вот все. Потому что я вот магазин Мобилак, я его не советую как магазин, можно в другом месте поискать. Ну, если сильно хотите, ну вот уже загорелась вам там цена, вы там берете. Тогда совет прийти на почту, открыть, не стесняться. Сказать там, ребята, включите нормальный свет, чтобы я видел вот это, потому что вот там товарищ мне сказал, что магазин фуфламицином торгует. Я хочу проверить, обсмотрите его, все, если наложенным платежом, да. Ну и потом денежку заплатите, как бы, попросите еще чек обязательно. Неохотно дают, но когда я уже другую покупку брал, я заказал одну, а потом второй пришел вот фуфламицин, то как бы они мне чек дали, что нас, даже не чек они мне дали, а что я деньги перевел вот на вот эту фирму, там какой-то там, как-то называется, там вот этот перевод денег, короче, вот все. Поэтому чека там гарантии нет. Поэтому брать ножик такой за 4 доллара, там попадос, ну может быть что-то снимается, клеечек, ну вот он режет. И ты чувствуешь себя, что ты взял, вот там хлебушка нарезал, все, подточил его, он все кромсает бумажечку, как учили. Вот, и ты не чувствуешь себя обманутым, ты своими деньгами не проверяешь качество всяких самур, я говорю. Ну, как бы себя, что максимальное качество за эту цену вы получаете, конечно, как бы вот еще прорекламирую, вот взял тоже на Алиэкспресс нож раскладной, то ну, жалоб нету, вот, открывается, все, красавец, 14 долларов, и там в подарок шел еще визиточка такая и ножичек раскладной. Вот, понимаете, вот, все работает, что еще надо? По закалке тоже хорошо держит заточечку, все. Да, это не фирменный, но не стоит 70 долларов, 100 долларов, он стоит 14 долларов. Вот и делайте выводы. До встречи. Буду дальше рассказывать о заточке, как же эти ножи, все-таки, если ты купил, как их точить, на чем их точить. Это еще отдельная статья расхода денежных.